В этом видео я вам расскажу о процессе поиска и выбора яхты. Мониторить объявления о продаже я начал еще год назад. Не имея никакого опыта, пришлось изучить уйму различных материалов в интернете и у людей, у которых уже был достаточный опыт. Логика была проста. По меньшей цене лодку можно купить либо перед началом сезона, либо в конце, так как владельцы не хотят платить просто так за хранение лодки зимой или в сезон на воде, если у них к яхтингу уже нет никакого интереса, ну или просто возможностей. В Голландии, Швеции или Норвегии можно найти отличную лодку по хорошей цене. Обычно там рынок переполнен перед началом сезона или в конце сезона. Если появляется яхта в отличном состоянии, по цене ниже рыночной, то, как правило, она уходит уже за 1-2 дня. Поэтому, когда я прилетал на осмотр со списком лодок, которые я хотел посмотреть, как правило, ни одной из них уже не было. Либо, если она оставалась, то потом уже было понятно, почему. Есть множество сайтов с объявлениями о продаже лодки, но в большинстве случаев там очень много фейковых объявлений. То есть лодки, которые реально не существуют. На практике я выбрал несколько сайтов, которые тщательнее проверяют правдивость размещенных объявлений. Из них я вам назову, например, 4, которые я считаю более-менее надежными. Это nettivene.com, финский сайт, botentekop.com, голландский сайт, blocket.si, Швеция, и fin.no, Норвегия. Некоторые лодки, которые я осматривал, я вам покажу. Итак, посмотрим. Зая меня отвозит на первый вылет, на первый просмотр яхты. Вот, лечу в Голландию. Там есть 2 варианта, которые посмотреть. Отправляюсь на первый просмотр, 6 утра, вот такой вот небольшой хутор. Машинка мне в аренду досталась. BMW красавица. Наш первый выбор пал на лодку Аполло-12. Построена эта яхта одноименной верфью Аполло в 1993 году. Ее длина чуть больше 12 метров и ширина 3 метра 64 сантиметра. Осадка этой лодки составляет 1 метр 90 сантиметров. Она была спроектирована специально для чартеров, не для продажи. Палуба нашего варианта была полностью покрыта тиком, что выглядело очень красиво и дорого. Но ухаживать за тиком – та еще непростая затея. С кормовой части была платформа из 2 ступенек, где можно было и посидеть, и прыгать в воду. Снаружи визуально лодка выглядела огромной. И казалось, что вот она, и на ней можно вполне жить и путешествовать. В общем, наружная часть нам очень понравилась. Что касается внутренней, то, например, кормовые каюты выглядели очень маленькими. Заходить туда взрослому человеку нужно было обязательно боком. В каютах был добавлен такой комфорт, как отдельная раковина для мытья рук. Но места было абсолютно недостаточно. Носовая каюта была очень маленькой. Невозможно представить, как там можно спать и жить. Туалет был обит деревом, что за долгие годы эксплуатации не прибавило никакого плюса, так как дерево впитывает запахи, и в этом туалете всегда будет очень странно пахнуть. Мы изначально хотели именно туалет с пластиковыми стенками, чтобы их можно было легко мыть, и никакие запахи не впитываются. Самое главное, в кают-компании было много ящичков и полочек, куда можно убрать вещи. Действительно, туда, вероятно, помещается очень много, и очень много всего можно спрятать.
но само пространство для бытия, оно просто минимальное. Непонятно, куда делась эта ширина и длина каюты, потому что ты этого внутри абсолютно не ощущаешь. Во всех каютах пахло сыростью. Все пропахло этим запахом. Матрасы, дерево. А если уж говорить о том, что внутри эта яхта вся обита деревом, даже включая туалет, то вывести этот запах, наверное, просто нереально. Эта яхта стоила действительно очень небольших денег для своего размера. 35 тысяч евро. Еще позже, через месяц, она стоила уже 32 тысячи евро. Цена была соблазнительной, но, к сожалению, этой лодке было слишком много минусов. Когда мы завели мотор, мне показалось, что он работает очень странно. Звук был очень тяжелым, как будто он отработал просто как конь долгие годы. Голландию можно смело назвать яхтенной столицей Европы. Находясь здесь, вы увидите сотни различных марин. Неважно, большой это город или маленький, но даже в небольших поселках может быть от 2 до 3 марин. Города пронизаны каналами, и голландцы просто швартуют свои яхты и лодки прямо рядом с домом. Здесь вы найдете один из самых больших рынков яхт в Европе. Вы наверняка сможете найти в объявлениях несколько вариантов, которые вам понравились. Но нужно учитывать, что один вариант может находиться в Марине, с одной стороны Голландии, а второй за 100-200 километров от предыдущей точки. Это значит, что если вы будете пользоваться общественным транспортом, то, скорее всего, успеете посмотреть все то, что хотели, все выбранные варианты. Наверное, в течение целой недели. Но если вы возьмете машину, это немножко облегчит вам задачу. В реальности на машине за один день вы успеете посмотреть 2-3 варианта выбранных вами яхт. Останавливаться в самом Амстердаме на ночевку слишком дорого. По крайней мере, в тот момент, когда я туда прилетал, это стоило очень больших денег. И те деньги, которые я потратил бы за сутки в Амстердаме, в итоге я дешевле смог взять машину в аренду на 2 дня, да еще и на 2 ночевки остановился на хуторе за городом. На этом хуторе были все условия для комфортного проживания, и стоимость вместе с машиной была значительно ниже, чем одни сутки ночевки в Амстердаме. Это все общее. Бильярдик с аквариумом. Дальше такие хоромы с креслами, картинами. Привет! Мой номер. Под номером 3. Так выглядит номер на одного человека. Огромный номер. С телевизором, со столиком. Обошелся он вместе с машиной в аренду на 2 дня. Как просто номер, например, где-нибудь в самом Амстердаме. Даже, еще дешевле получилось, учитывая то, какую машину я взял. Один из следующих выбранных нами вариантом было Бенету Океанис 370. Визуально лодка выглядела красиво. Это лодка 91 года. Ее длина 11 метров 40, а ширина 3,80. И осадка 1,50 м. Всего 1,50 м. Продавалась она по цене 47 500 евро. Снаружи сразу были видны косметические повреждения, но они не требовали сильных финансовых затрат. У этой лодки был очень просторный кокпит с большим таким основательным раскладным столиком. Можно было уже даже представить, как в хорошую погоду мы будем сидеть и наслаждаться разными видами за завтраком или ужином. Внутри лодка выглядела очень удобной, все было аккуратно, без всяких запахов, достаточное количество разных ящичков, рундучков.
точно можно было найти, куда спрятать все нужные нам вещи. Один из дополнительных плюсов этой лодки было то, что она имела абсолютно новый парус Генуя. В общем, плюсов было достаточно, чтобы она нам понравилась. Но нашлись и минусы. Бойлер требовал замены. Это, конечно, минус, но вполне исправим. На этой лодке не был установлен септик-танк, а с его установкой еще нужно повозиться, не считая финансовых затрат. Септик-танк на лодке – это как мини-канализация. То есть все, что смывается, выкидывается не за борт, а в специальный танк, или другими словами резервуар. В большинстве марин вы можете потом опустошить этот септик-танк за деньги или бесплатно. Все зависит от политики марины. При желании его также можно установить и самому. Основным минусом, по которому мы решили не покупать эту лодку, стали килевые болты. Когда я открыл пол, то увидел просто ржавые болты. На них не просто была коррозия, они уже начали разрушаться. Продавал эту лодку брокер. И на мое переживание, что болты уже находятся в очень плохом состоянии, он ответил, что видел и хуже, что он считает, что состояние данных болтов абсолютно не является критичным. Но в итоге я с ним не согласился. Эти болты держат киль, который весит несколько тонн. И, например, если вы случайно попадаете где-нибудь в шторм, и лодка испытывает очень большие нагрузки, то вы в какой-то момент можете просто потерять этот киль. А без киля лодка легко может опрокинуться. А в открытом море вряд ли вам хотелось бы такого исхода событий. Следующей лодкой оказалась Бавария-37 96 года. Изначально мы не рассматривали этот вариант, так как он не попадал в наш бюджет. Но на момент, пока я находился в Голландии, брокер очень сильно скинул цену. И неожиданно она оказалась в нашем бюджете. Поэтому я, естественно, отправился посмотреть на нее. Ее размеры 11 метров 28 в длину и 3,65 в ширину. Осадка 1,45. На ней установлен мотор Volvo Penta 29 лошадиных сил. И ни с того ни с сего продавать ее стали за 55 тысяч. Очень интересная ситуация, потому что какое-то время назад стоимость этой лодки составляла почти 75 тысяч евро. С чего бы такая большая скидка? Может быть, владелец торопится? Эта яхта Бавария-37 оказалась любовью с первого взгляда. Внешне она была идеальна. На корпусе практически не было никаких косметических повреждений. Почти идеальное состояние тика придавало ей очень дорогой вид. Зайдя внутрь, тоже не было никаких сюрпризов. Все было в отличном состоянии. В Баварии все ящички и рундучки продуманы. Там вы точно сможете спрятать абсолютно все, и даже немножко больше. Про удобство и комфорт здесь можно даже не говорить. Все на отличном уровне. Но может хотя бы килевые болты ржавые? Где-то должен быть подвох. Я открыл пол, и они были идеальными. Идеальными. Совсем не к чему придраться. Если только небольшая коррозия на моторе. Но все это исправимо, и какие-то части можно просто заменить со временем. Неужели вот она, лодка нашей мечты, на которой мы отправимся в путешествие? Все элементы декора внутри, как новые, в идеальном состоянии. Разве такое может быть? Разве такое бывает? Может, действительно владелец скинул цену, потому что ему уже нужно продать лодку срочно? Эту яхту я осматривал самостоятельно, без брокера, и выходил из нее с воодушевлением, что мы наконец нашли то, что искали. Когда я выходил, ко мне подошел брокер и сказал, что это действительно отличная лодка, что вы никогда не пожалеете, если ее купите, потому что она реально как новая, в идеальном состоянии. Но потом с его уст прозвучало слово «но». Есть у нее одна проблема. И я такой сразу: так, какая? Очень интересно.
И проблема оказалась очень серьезной. Вот вам и скидка. Действительно, все, что возможно увидеть, было в идеальном состоянии, без всяких споров. Но оказывается, они ее как раз неделю назад подняли, верфи, и обнаружили на дне лодки осмос. Дно было просто усеяно кучей пузырьков. Осмос– это химический процесс гидролиза, насыщения водой материалов слоистой конструкции из стеклопластика. Другими словами, пластики образуются в пузырьки с водой, с дальнейшим разложением пластика в этих местах. Избавление от осмоса– очень дорогая процедура. Конечно, может быть и возможно было бы найти какое-то более дешевое место для исправления данной проблемы. Но это также и время затратная процедура. Для этого нужно поднять лодку, проколоть все эти пузырики и счистить все. После этого неопределенное количество времени лодка должна провести на суше. Это может занять как от месяца, так и до 4 месяцев, если погода слишком влажная, а может быть и больше. Вся вода внутри пузыриков этих должна высохнуть, и после этого их замазывают, корпус покрывают грунтовкой и после красят. У нас столько времени просто нет, потому что 4 месяца– это значит пропустить полностью весь этот сезон, и значит увидимся с вами через год. Нас такая перспектива не устроила. В итоге я расстроенный поехал смотреть следующие варианты. После Баварии 37 было довольно-таки сложно смотреть следующие варианты, потому что, с одной стороны, я находился под впечатлением, но с другой стороны, был расстроен. Следующий просмотр была лодка Бенито Океанис 321. Это лодка 95 года. Ее длина 9,95 и ширина 3,43. Внешний вид был довольно-таки уставшим, несмотря на то, что я до этого просматривал лодки и более старшего возраста. С учетом ее года, размера и удобств, цена этой лодки была завышена. Стоимость составляла 45 тысяч евро. Внутри не было ничего особенного. Да, кормовая каюта была достаточно просторной, но в самой кают-компании места вообще особо не было. А если говорить о носовой каюте, то это была просто каюта для галочки. Там можно было прилечь, поспать и все. Я уж не буду говорить о том, куда же на этой лодке вообще складывать вещи. Честно говоря, я даже не углублялся в ее техническое состояние, потому что я сразу понимал, что такая лодка нам не подходит. Завершил свой просмотр в Голландии я лодкой Feeling 1990 года. Ее размер 10 метров 90 сантиметров, ширина 3,65 и осадка 1,78. Это лодка с отличными мореходными качествами, но о комфорте говорить сложно, потому что когда вы идете внутри по кают-компании, где-то с середины заканчивается высота в полный рост, и потом вам просто нужно, нагибаясь, идти в носовую каюту. И стоит это все 55 тысяч евро. После Голландии мы улетели в отпуск, а по возвращению из Таллина я снова улетел теперь в Швецию. В Швеции действую по той же схеме. Недорогое жилье и машина в аренду. Осмотрев все варианты восточной части Швеции, я отправился на запад, а эта дорога на машине занимает почти 8 часов. Переночевав по пути, я прибыл в Марину и приступил к осмотру яхты Бениту Океанис 390. В длину она 11 метров 65 сантиметров и в ширину 3,95. Почти 4 метра. Ее осадка 1,70. Изначально лодка была выставлена по цене 67 тысяч евро. Но после того, как владелец согласился скинуть стоимость, чтобы она попала в наш бюджет, было решено приехать и посмотреть ее. Кокпит полностью закрывался теном, что могло бы сделать путешествие в наших широтах более комфортным. Внутри действительно чувствовалось пространство. И создавалось ощущение, что на этой лодке действительно можно жить. Там был отдельный туалет, отдельная душевая комната, из которой при надобности можно было бы сделать туалет. Пространства для вещей вполне хватало. Огромный шкаф для одежды, не считая того, что
В каждой каюте были отдельные шкафы. 2 кормовые каюты с легкостью вмещали 2 человека. Носовая каюта также оказалась полноценной каютой. Холодильник вместимостью почти такой же, как у нас дома. Мотор оказался вполне в хорошем состоянии, несмотря на довольно-таки большой пробег. Но у этого мотора был сделан капитальный ремонт, поэтому звучал он замечательно. Лодка была 90-го года выпуска. Ее панорамные окна делали ее вид очень модным и современным. По сравнению со всеми предыдущими лодками, эта яхта выглядела целым кораблем, потому что она была реально самой большой из всех, что мы смотрели. На ней присутствовали внешние дефекты, но они вполне соответствовали ее возрасту. Ну что ж, выглядит, как будто эта лодка нам подходит. Переместившись в другую марину, я приступил к просмотру лодки, объявление которой было выставлено только день назад. Это Бавария-40, стоимостью 65 тысяч. По размеру самая большая из вариантов, которые мы рассматривали. Длина ее чуть больше 12 метров, а ширина уже, чем у предыдущей Бенито 390. Продавала эту лодку очень интересная женщина. По ней сразу было видно, что эта лодка долгие годы была окутана любовью. Эта яхта была очень ухоженной, и сразу было видно, что о ней заботились. На лодке было сразу все нужное оборудование, даже включая подруливающее устройство. Звук мотора был как музыка, идеальный звук, и выглядел он так же. Владелец не очень хотел подвигаться по цене, да и условие покупки было сложное, сразу одним переводом. Я пытался договориться с ней о бронировании, чтобы было какое-то время собрать деньги, но ее условие было железобетонным. Либо платите всю сумму сразу, либо когда насобираете, тогда она ее и продаст нам. При условии, если она еще будет не продана на тот момент. Итак, еще хотел бы сказать немножко о сложностях. Когда вы попадаете на фейковые объявления, их, в принципе, можно легко распознать, потому что там будет обязательно заманчивая цена в 2 или в 3 раза меньше, чем рыночная. Ну и лодка совершенно свежая, красивая. И на такие я натыкался. Я выбрал 2 лодки и написал владельцу. Владелец был тот же самый. И я попросил возможность посмотреть эти лодки. Но он сказал, что подождите, вот сейчас там есть какие-то проблемы, что на данный момент эта лодка находится в Англии, но потом они ее пригонят сюда, поэтому вы можете заплатить какую-то часть предоплаты, и они вам доставят просто прямо к дому, в Таллин. Такой вот сервис. И, судя по всему, кто-то платит и попадается на такие уловки. Но я этого делать не стал. Я приехал на место в их офис. И перед этим в тот же самый день написал им письмо, что я к вам приеду смотреть поговорить с вами, посмотреть лодки, какие у вас есть. И тогда решу. А они мне по имейлу ответили, что вы должны заранее, за неделю, за 2 предупреждать, если вы хотите приехать, что так дела не делаются, что они нам показать в данный момент ничего не смогут. Я приехал к ним в контору, которая была указана по адресу, и там был просто частный дом в частном секторе. И я спросил у человека, который там косил газон, но они продают лодки или нет, он сказал, что нет. И записал в итоге это объявление, чтобы подать в полицию. Я надеюсь, что этот материал был вам интересен, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, на какие вопросы вы хотели бы услышать ответы. Мы тогда будем учитывать это и в дальнейших видео затрагивать, может быть, темы, которые вам действительно интересны, а мы о них не рассказываем. Так что на этом видео закончено. Пока-пока.